Ой, наоборот, ко мне ближе. Так. Все. Так. Может, ниже Как видно. опустить её? Да, чуть-чуть. Кому? Эту Да, крышку? потому что она сильно нас... Вот. Как, девчонки? Да, круто. Всё. Так, сейчас, секунду, звук. Звук есть. Слушай, Ирина, нажми там еще, пожалуйста, allow. Мы можем проверить, кстати. Давай сейчас. Ага. Мы можем проверить. О, Давай. все, мы в эфире. Отлично. Все, мы в эфире. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот ко мне сегодня утром приехали две мои знакомые. Вот с Ириной мы даже никогда не виделись. Это первый раз, когда мы увиделись. Она приехала, 2 часа ехала вчера до меня. И ночевала у нас. У нас утро, сегодня суббота, 7 утра. Вот мы встали, позавтракали и с удовольствием сейчас ответим на вопросы. Прежде чем мы ответим на вопросы, я дам слово моим замечательным девушкам. Они расскажут о себе, кто они, как их зовут. И, в общем, давай, Ирина, наверное, с тебя начнем. Ты к нам ехала далеко. Я самая маленькая, самая новенькая здесь. В общем, да, всем привет. Очень необычно видеть, возможно, тоже моих зрителей в Олесе на канале, не знаю. Я Ирина, я с Украины. Я в Новую Зеландию приехала в мае 22 года сама по рабочей визе. И вот уже чуть больше, чем 2 года я здесь. Живу в городе Вангарей, это у нас Норсланд. Ну вот, как Олеся сказала, 2 часа езды от ее места жительства. Кто-то говорит, это у Новую Зеландию люблю, мне все нравится, меня все устраивает. Работаю я инженером, мостовиком в компании. Вот я как на работу приехала, так и вот там я и осталась. Как бы могу сказать, да, вот если хотите более детально узнать, у меня есть тоже мой YouTube-канал, ссылку на который Олеся даст, и там вот у меня как раз в самом начале есть история о том, как я приехала, как переехала, как адаптировалась, поэтому все переходите на канал и смотрите там, чтобы без подробностей. Ну, я оставлю ссылку. И Наталья, да. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я приехала в Новую Зеландию 9 лет назад. Приехала, посмотрела, мне очень понравилось, а потом вернулась и попробовала жить. Оставила все в Украине 9 лет назад, родителей, всю семью, и попробовала. Бросила юридическую карьеру там, и здесь начала все сначала. То есть я выучилась на тренера, хотя до этого я тоже училась, тренером была, но я любила заниматься спортом, и как-то меня так все повело в фитнес. И сейчас уже 6 лет в Новой Зеландии я работаю тренером, помогаю всем быть здоровыми, красивыми. Правда. Вот все красивые сидят. Так что, нет, действительно, супер тренер вообще. Вообще, я рада, что тебя встретила. Спасибо большое, Олеся, спасибо большое. Тоже у меня есть канал, переходите, посмотрите. Но у меня только на английском, у меня только английские. Тренирую всех, и английских, и русскоговорящих, особенно женщин, в основном женщин. Поэтому приходите, будет интересно, переходите за мотивацией. Да, на самом деле у Натальи много энергии. С Ириной мы вообще встретились благодаря каналу. Как мы с тобой вообще... Мы первый раз, я скажу, первый раз встретились вживую. Я тебе написала на твоем канале, помню, это было видео как раз вот о развитии твоего канала. Я так пожаловалась, думаю, блин, Олеся, я так тебе завидую, у тебя так классно, тут люди по 1000 каждый день. А я вот сижу, у меня так все грустно, и ты такая, ой, у тебя такой канал интересный. Да. Нет, я помню, ты мне написала, когда ошибку я допустила. Это уже потом было, это уже когда я потом видео смотрела. Ну и потом мы с тобой обменялись телефонами, и вот так я написала, потому что подумала, что... У меня, кстати, я уезжаю через неделю уже, поэтому я уже маленько в таком настроении, знаете, как это, на чемоданах. И, девчонки, спасибо вам, что вы приехали. На самом деле, ты вообще здорово, 2 часа, это... Выгнала я сына своего из дома. 2 часа для Новой Зеландии – это вообще не расстояние. Да. Это так, мы каждый день сами по пляжам по 2 часа. Ну да, кстати, 2 часа, да, для меня тоже, наверное, не сильно было расстояние, но так... Посмотрим. Здравствуйте, милые девочки. Спасибо. Финляндия, спасибо, Финляндия. Я вас помню. Ой, все, отлично. Ну что, давайте тогда перейдем к вопросам. Вот. Периодически, слушай... Я проверяю, да. Ты видишь вопрос. Сейчас, секундочку, мы поставим, поскольку мы такие, лично я такой чайник в этом. А как мне сделать так, чтобы звука не было? Я просто звук убери. Плей поставь, убери звук.
Сейчас, секундочку, мы посмотрим. Притормаживает маленько. Так, так, теперь, как сообщение? Где сообщение? А там будет чат. Вот чат. Мгм. Открой чат, и оно... Где? Ну, секундочку. Лайфчик. А я не знаю, где. У меня вот открылось. как-то. Ну вот она будет читать, не знаю. Ну, даже давай, так- может, я с давай, своего да, телефона, давай. потому что здесь я не вошла. Ну вот. В общем, техническая Да, заминочка. да, ладно. Простите. Значит, первый вопрос, Секунду, я который... принесу свои бумажки. Давай. Твою бумажку я тоже распечатала, если Нет, что. с этими, с вопросами. поняла. Ну, я твою тоже распечатала. Ну, неважно. Вот, слушайте, скажу пока, вот мы ждем погода. Сейчас у нас лето, январь, лето, и погода так и не разгулялась. Я все время... Ну, было пару дней. Ну классно, да, а я потом пророчила всегда, вот сколько я здесь живу уже, всегда до декабря, до 31-го дождь обычно, то есть первый месяц лета здесь такой, ну, дождливый, ну, такой временами. А в январе, сколько я живу, 1 января всегда раз, солнце, все, и началась такая жара. Вот сегодня число там какое, я забилась, 18, и у нас погода не очень. То есть у нас погода такая, ну, она жаркая, но в то же время холодный достаточно ветер такой, южный, наверное. Говорят, может, к февралю это все сместилось. Ну да. Ну, типа, знаешь, теплое начало. Так, И март. подожди, дайте я гляну. Всё есть, мы Все, видим, да, привет из да. Сербии. Ох, все. Итак, первый вопрос от Агриппины. Я не знаю, друзья, поскольку на аватарке может быть не ваше, на вашем канале имя, но все-таки назову Агриппина, так написано на канале. Здравствуйте, Олеся. Вопрос такой. Как впервые съездить на экскурсию или на самостоятельный осмотр страны, чтобы это было с толком? Чтобы ваши гости тоже рассказали, что их подвергло на переезд, как с работы для русскоязычных. Ну, по поводу, что вас подвигло на переезд. Ну, можно пару слов Да, сказать. как бы. Мгм. Подвисает кружочек, пишут. Периодически подвисает кружочек. Да, у нас там кто-то пишет, что подвисает видео. У всех подвисает или это у кого-то там связь просто не очень? У нас вроде нормально, у меня на телефоне идет. Ну, вот, может быть, У меня подвисает, видно, видишь, уже. Я так уже не делаю. Видишь, подвисает. Но это может быть просто такое. Ну, вот да, если только интернет, мой интернет. Уже такой. простите. Да. Как есть. Хорошо. Значит, как хорошо, впервые Олеся. съездить на экскурсию, на самостоятельный осмотр страны? Ну, вообще, страна не дешевая для посещения, как бы, и для того, чтобы самостоятельно приехать, наверное, нужно достаточно хорошее первое, ну, финансовое положение, потому что вам придется везде доказывать, что вы можете прожить здесь. По-моему, 1000, не знаете, какую вот это? За что? Если приехать на Не знаю, я туристическое туристом не визе. ездила. Да, мы тоже. Я туристом тоже не ездила. Я ездила первый раз в страну, посещала по студенческой визе. Я знаю, что есть туристические агентства, которые помогают с организацией туров, и тогда вам вообще ничего не нужно, ну, как бы на эту тему беспокоиться, да, то есть все берет туроператор на себя. Ну, вот. Но нужно будет показать финансы. Обязательно нужна медицинская страховка, потому что медицина для туристов очень дорогая. Ну, вот. То есть самое, наверное, легкое это сделать через туристического оператора. Если хотите, если вам интересно, пишите мне как-нибудь потом в комментариях. Я могу посмотреть самые, которые популярные туристические операторы, которые здесь у нас тоже есть. Ну вот. Ну, а если самостоятельно все-таки, то в этом случае точно так же подаете на визу, как бы на туристическую, заказываете заранее, получается, букируете ну, какие-то места проживания, билеты. Билеты вот стоили, если Россия смотреть, то ну, минимум 120 тысяч долларов, ой, 120 тысяч Не так дорого. рублей туда и обратно. Ну, в общем, это если самостоятельно и самостоятельно также продумывать тур. Если вот, Агриппина, если вам интересно самостоятельно поехать и финансовое положение, вы можете все доказать и все купить, я вам помогу как бы, ну, соединить с людьми, которые могут, не знаю, помочь, наверное, проложить тур. Или сама, например, могу вам предложить какие-то, ну, или там, да, какие-то места, которые интересны посетить. А также делать просто свой
свое исследование, что ли, Я могу читать. сказать, добавить, что, наверное, Новая Зеландия, наверно, как и Австралия, это одна из тех стран, куда люди едут с концами. Знаете, не очень редко сюда действительно туристы. приезжают туристы. То есть туристы приезжают, конечно, но Приезжают. если, например, там из стран бывшего СНГ, то обычно это, знаете, как билет в один конец, как вот у меня было, не знаю, как вот у Наташи было, но очень редко у кого-то есть финансовая возможность, как вот у Олеси, ей повезло, приехать посмотреть самой там или с кем-то, а потом вернуться, а потом привезти всю семью. Зачастую люди просто не глядя выбирают эту страну, и она очень далеко, сюда очень дорого и долго ехать. Соответственно, да, люди рискуют, вот как я, и многие такие, как я, которые не проверяя, просто приезжают и уже как получится. Поэтому вот именно из-за того, что это дорого, да. Поэтому завидую тем, кто умудрился просто посмотреть, а потом вернуться. Но чаще всего это, да, билет в один конец, и как повезет. Вот. Поэтому, Наташа, тебе повезло? Мне повезло, мне нормально. Нет, я приехала, посмотрела, а до этого я была во многих странах. Не, ну я Европы. тоже, но это немножко Ты вообще другое. путешествовала очень много. ведь. Да, и я поняла, что вот такая страна, я бы хотела попробовать. Почему все пробуют, а я не могу? да. А я хочу Ну попробовать. да. И я думаю, ладно, ничего не закрывала, свою фирму, все оставила в Украине, думаю, попробую. Приехала, попробовала, конечно, было тяжело, возвращалась назад, думаю, может быть, и не надо, может быть, это и не мое. Вот. Но мне нравилось то, что здесь английский язык, люди другие, добрые люди, климат такой, ну, мне подходит, Ну да. красота такая вокруг, море, ходишь, здоровье, свежий воздух. Ну да. Нет, Я просто к тому, да. что я, например, с Кривого Рога приехала, и это самый грязный город Украины, и после Кривого Рога Новая Зеландия, да, любая другая страна, это просто не то, что глоток свежего воздуха, это, боже, я наконец-то дышать нормально стала, и, знаете, даже вот чистота как-то во всем, и в дыхании, и вот в здоровье, потому что это очень сильно влияет на самом деле, и да, ну, у нас тут как бы есть другие какие-то там моменты, там солнце активное, еще что-то, но это уже как бы условности, и можно как-то от этого обезопаситься себя, в отличие от того, что ты не можешь запретить себе не дышать, да, каким-то плохим воздухом, чего здесь нет, поэтому это, конечно, очень здорово. А так я думаю, что всех нас объединяет идея того, что мы переехали ради какой-то хорошей другой жизни, не то, что там она лучше или так далее, просто другая, в данном случае безопасная вот для меня, потому что вот, я переехала прям, ну, скажем так, не в очень благополучное время для своей страны, поэтому, да, безопасность прежде всего. А что подвигло? Ты же переехала до войны, да? Нет, Что? во время. А, во время. Да, ага. я приехала в мае. Ну, сподвигло, потому что я просто хотела Ну, ты переехать. сказала раньше. Да, не, ну я изначально, мы с мужем хотели переезжать в Австралию. Просто так сложилось, что я случайно нашла работу и просто собрала вещи и уехала. То есть не Новая Зеландия, была бы какая-нибудь другая страна просто в эмиграции. Но я не пожалела, что выстрелила Новая Зеландия. Что сподвигло? Почему ты хотела переехать? Потому что мы просто хотели уехать с Украины, да. Ага. То есть я люблю свою страну, ничего не подумайте, и все дела, но мы там никак не могли себя реализовать как инженеры. Ну, я вот, да, как инженер, то есть нам было вот не очень в каком-то плане реализации, в плане жизни, зарплат достойных. Это то ты там должен быть еще работать где-то, потому что тебе там чего-то не хватает. И вот, да, вот эти все моменты, когда вот тебя не устраивает именно твоя жизнь, твоя система, в которой ты живешь, когда ты вот любишь страну, но не нравится государство. да. Вот это мой случай. Поэтому вот именно это была причина эмиграции. И да, Новая Зеландия – это просто та страна, которая просто выскочила, и я схватила за эту возможность, и вот, да, вот я здесь. Ну ладно. Так вот. Так, девочки, второй вопрос от Ника про изучение языка и языковую адаптацию. И сюда же я задам еще один вопрос от другой подписчицы Лана Каулди. Ну, давайте вначале вот про изучение языка и языковую адаптацию. Я вообще делала видео на эту тему такое отдельное, но просто вот ваше мнение. Языковая адаптация. Ну, наверное, лучше было бы спросить у того, кто сюда без языка приезжал, потому что, ну, у меня, как и у Наташи, был язык, как бы, да, потому что я работу получила из-за того, что я могла говорить, и как бы у меня нормальный был уровень. В плане новозеландского английского языка я даже по себе поняла, и по тем людям, которые приехали со стран, где даже говорят на английском языке, Новая Зеландия,
И акцент киви, да, это своеобразный английский, и даже те люди, которые всю жизнь говорили на английском, у них все равно проблемы с пониманием иногда вот этого вот известного акцента киви, и так само вот австралийский у них вот свой, да, есть. И сленг, да? Да, и сленга. Sweet, То есть, yes. понимаете, вы можете бесконечно хорошо знать английский язык, но это ничего по сравнению с тем, как тут говорят местные, особенно в моем случае, я вот работаю инженером, и очень часто работаю с подрядчиками, со строителями, знаете, люди обычных рабочих профессий, и там они так с тобой говорят, и я просто зависаю иногда порой, и прошу, пожалуйста, в имейле мне повторите, потому что я ничего не поняла, что они сказали. Вроде все понятно, но и это развивается со временем, то есть меня очень сильно пугало первый год, а потом, конечно, у меня сейчас уже все такого нет. Но первое время это была паника, потому что я думала, что я знаю английский, оказалось, что я нифига не знаю, поэтому это было очень, ну, как бы такое непонятное ощущение, что я учила все это время, почему тут не работает. Но потом просто у тебя аудирование развивается, ну, как бы ушки твои привыкают к этому говору, другого нет, а потом еще очень много акцентов. Тут интернациональная страна. Если вот ты индийский акцент научишься понимать, это вообще будет просто песня, потому что даже киви, мои друзья, они говорят, мы ни черта не понимаем, что они говорят. Поэтому я понимаю, что это не моя проблема. То есть это проблема у людей различать акценты. И поэтому я просто к чему, что какой бы у вас ни был уровень английского, надо быть готовым к тому, что вы будете все равно адаптироваться, все равно как-то привыкать, вам будет страшно, вы будете пугаться. Даже кто-то пойдет на курсы с уровнем там C1, потому что подумают, что недостаточно. Это нормальный процесс. Я не думаю, что это какая-то проблема. Это нормально. Это адаптация для всех, даже те, кто... Да, любая страна, мне кажется. Поэтому ты пойдешь в Австралию, ты будешь опять перестраивать свой английский язык, потому что особенно вот в центре страны, там потом нам расскажешь, как там весело. Да, уж это точно. А у тебя? У меня вообще тоже очень было сложно. Я сначала работала здесь не по специальности, в магазине продавала алкоголь. Я помню, приходили там... Вот ведь, с алкоголя на фитнес. Сначала алкоголь, но и что-то там принесли, такое, бла-бла-бла. А я, да, чтобы, не сказать, что я не знаю. Блин, говорит, ну ты понял? Говорит, я же сказала... И я вот это вот в таких вот ситуациях была, и слушайте, я не понимаю, вот там вот боссу напишите, я не знаю, я тут чисто продаю. Вот. А вот со временем, когда я начала уже учиться здесь на тренера, когда я пошла на эти курсы на 8 месяцев, и там одни кивосы, и у меня выбора не было. Выбора нет. И только вот я со слезами ничего не понимаю, говорю учителю, говорю, пожалуйста, говорю, мне так тяжело, говорю, я вот все перевожу на русский язык. Вот, но они вот кивосы, они очень терпеливые, вот они помогают, они такие, ничего не переживай, ты сдашь все, ты сдашь. Я говорю, просто вы представляете, говорю, я вот это все пишу еще на русском, а потом хочу понять, что я учу вообще. Вот эти мышцы, вот эти кости. Говорю, ну, в общем, да. И через вот какое-то время, когда я начала тренировать уже людей всех, и кивосов, и индусов, всех, и только вот английский, и он вот пошел, и сейчас вот только на английском я вот и думаю, и мне, да, вот. Ну, у тебя хороший английский стал, конечно. Заметила, да, такую трансформацию? Сначала ты думала, никогда в жизни я так не буду говорить, потом бах, и ты уже забываешь, как у меня вообще 3 языка, да, вот смешиваются, я забываю, вчера с Олесей говорили, я забываю слова, названия какие-то, и это нормальный процесс, особенно когда у тебя меняется, и английского становится больше, чем русского или украинского, и это нормальный процесс. Но, как ты сказала, очень круто, что они не обижаются, их не раздражает, что ты плохо что-то говоришь. Приехали. Они такие толерантные, терпеливые, и именно это тебя как-то воодушевляет и сподвигает вот в спокойствии. И нету ступора. Не паниковать, и Да. или стыдиться того, что ты не так что-то сказал. Да какая разница, поймете. Ну, я хочу, может быть, дополнить. У меня есть видео по поводу как раз изучения языка во взрослом возрасте. Вот это пользователь ник. Ну, вы сказали, что вы смотрели, но вы знаете, что я хотела бы добавить, наверное, следующее, потому что я уже читала это после. Есть книга такая «Шион Кабасава». Это японский автор, он психотерапевт или даже психиатр, по-моему. Так вот, книги, которые он написал только на японском, то есть на английском нет, но я читала summary. И идея этой книги в следующем. Для того, чтобы более эффективно выучить язык, нужно поменять как бы соотношение, сколько вы вот пассивно изучаете, да, то есть есть input, есть output. То есть сколько входит в вас язык, это слушаете, сколько вы читаете, да,
и сколько вы говорите, то есть сколько вы outputting, то есть сколько вы вовне, наружу, скажем, выводите этот язык. Так вот, чаще всего мы делаем ошибку, когда у нас где-то соотношение обычно больше мы потребляем языка, нежели чем мы его выражаем. Так вот этот Шион, он рекомендует изменить это. То есть на каком-то этапе, когда вы там выучили грамму, там какой-то у вас есть уже словарный запас, постарайтесь, ну, я тоже на себе это знаю, потому что, сейчас я скажу это быстренько, но постарайтесь больше выражать себя как угодно, с ошибками, но вообще он рекомендует так, что делать какой-то публичный либо пост на новом языке, на иностранном, да, либо YouTube-канал, потом удалите, не бойтесь. Ну, вот. Ну, что-то такое, что вы делаете регулярно, раз в неделю, и именно вот надо какой-то креатив, понимаете, выражение, и тогда будет действительно очень быстрые сподвижки. А я вам могу сказать... Ой, кто-то мне звонит. Сейчас, извините. А я могу вам сказать, что, смотрите, на моем примере случилось следующим образом. Я приехала сюда, мой язык был лучше. Потом, когда я работала в клинике ветеринарной, он был, ну, так, я видела прогресс, я очень много общалась. Потом, когда я сменила работу, стала вот с Крисом работать, я меньше стала говорить. Одна из причин, почему я начала YouTube-канал, потому что я человек вообще болтливый, но в какой-то период жизни сейчас, вот перед открытием этого YouTube-канала, я в большинстве случаев молчала. На английском, на русском специфика работы такая, мне нужно слушать больше, а не самой говорить. И мой язык английский стал так просто вот реально, я в какой-то момент я пришла в магазин и понимаю, что я даже не могу два слова связать. Это вопрос к тому, что я слушаю на английском, я смотрю на английском, я окружена английским языком. Да, вот это очень важный момент. А у тебя, Наталья, с твоим YouTube-каналом на английском, я думаю, ты вообще будешь просто вообще отполируешь его. Это классно. Да, максимум. Так, дальше двигаемся. Так, это Евгений Сечин. Здравствуйте, Алиса. У меня такой вопрос. При просмотре в Google Земля Южной Новой Зеландии увидел на равнинной части острова много полей и много домиков посреди них. Я так понимаю, это фермеры. Насколько это занятие выгодно в Новой Зеландии? И еще один вопрос. Насколько дорого построить дом в Новой Зеландии с нуля со всеми бюрократическими проволочками? Ну, вот я знаю, что дом построить, конечно, зависит, да, но в целом долларов, 400 тысяч долларов где-то без земли, ты стоит. же уточняешь. Да, это без земли, дома да. стоят. Без земли. А по поводу фермеров, что думаете, девчонки? Ну, вообще, Новая Зеландия – это аграрная страна. Фермеры – это они везде. Везде коровки, везде овечки. И даже люди, которые просто… В Новой Зеландии популярны такие виды собственности, как лайфстайл-блог, да, когда у тебя стоит дом на холмах, вот я хочу себе такой дом на холмах, а вокруг огромная территория просто вот земли, и люди просто себе покупают какой-то скот, то есть это будут коровы или овцы, они просто на свободном выгуле, вот вы можете ехать по дороге, и видно вот коровки, овцы, мы даже оленей видели, или там альпаки какие-нибудь, но в основном это коровы и овцы. И они просто вот пасутся, едят траву, красивые вот эти вот знаменитые новозеландские луга, благодаря вот этим вот коровкам и овцам, и все. То есть и люди даже часто как бы ничего с ними больше не делают, они их потом просто продают, отдают на забой, и все. Да. То есть есть фермеры, которые именно этим занимаются, есть, которые просто покупают, они не занимаются фермерством, они просто покупают как домашних животных, как вот, знаете, пэтс какой-то, я не знаю, и они просто вот пасутся. Поэтому я считаю, и мне кажется, это у многих такая прям вот цель, вот знаешь, вот купить себе такой домик на холме и купить себе овечек. Так что ты с землей будешь делать? Знаешь, много приехало городских, а как с землей за это ухаживать? Целый день еще попробуй газон покосить. Поэтому за газонами ухаживают животные. Вот это и очень-очень... Даже я знаю людей, которые живут в городской черте, у них все равно будут ходить на газонах овцы и коровки, и они будут щипать траву. Все, и надо там чистить постоянно. Ну, вообще фермерство – это глубоко уважаемое здесь дело. Когда смотрят на нас фермера, то есть смотрят с большим уважением, потому что понимают, это люди трудолюбивые, это такая работа, это такой стресс, потому что то погодные условия, то есть это действительно много богатых фермеров есть, но это все трудяги. Трудяги вообще просто, то есть надо морально настроиться, конечно, чтобы быть фермером.
Ну, вот вопрос, насколько это занятие выгодно, в Они принципе, не но бедные люди. Есть они не фермеры, бедные, которые, особенно да. в поколениях новозеландских, это люди с очень Но время от большими времени слышно денежками. в СМИ все равно, то Ну, это где-то там нормальный какие-то процесс, да, это законы, нормально, да. Но им в целом, сложнее, да. когда Ну, я в знаю, что целом, это да. фермер в Новой Зеландии, это значит, ну, у человека как бы более-менее все Ну хорошо. да, да, в принципе, большая ферма. Так, девчонки, ты хочешь добавить что-нибудь про фермеров? Ну, не знаю. Домиков Вы много, все, да, вы все сказали. да, на равнинной части. Да, фермеров Да. много. И на Южном острове вообще И условия очень много. позволяют. А Кстати, какая баранина здесь вкусная, да? да. Вернемся. Кстати, по поводу, сейчас Ирина сказала по поводу животных в таких крупных в городе. Я вчера пошла в магазин и иду обратно в супермаркет, смотрю, лошадь у нас за магазином, вот они ее держат как бы на поводке, короче говоря. Дети и женщина. Я подошла, потому что там обычно лошади никогда я не видела. Я говорю, здравствуйте, а как здесь нету, там нет никакого забора просто. Я говорю, как это лошадь вы? Она говорит, это получается лошадь у нас спаслась где-то, потом она заболела, у нее там сальмонеллез, в общем, был. И ее отделили, сказали, заберите лошадь теперь домой. Лошадь живет у них за домом, и они с ней гуляют. То есть там единственное место, где такой большой достаточно луг, и вот они пришли с лошадью погулять. То есть это, конечно, необычно немножко. Так, девчонки, дальше. Недавно, это Елена Глазкова, недавно смотрела фильм «Пианино». Посередине. Так, ага. Сейчас, секундочку. Друзья, мы сейчас вот эти вопросы, а потом вот так Да, мы увидим пройдемся их, по да. всем вашим вопросам. Недавно смотрела фильм «Пианино», снят в Новой Зеландии и еще 2 странами. Что посмотреть снятое страной без чьей-то помощи, а? Да, мы договорились, что я буду об этом говорить. Я страшный киноман, я вам тут вот подготовила небольшой материал, да, потому что, в принципе, как бы нельзя сказать, что Новая Зеландия супер-мега кинематографическая страна, но я думаю, что многие известные фильмы, да, вот, которые вы знаете, это у нас «Властелин колец», да, и трилогия, и «Хоббит». Это самые вот известные, которые можно назвать, но это банально, потому что это мы знаем, да. Если коротко, например, самые вот известные режиссеры, которые вы могли знать, это вот у нас есть Питер Джексон, да, то же самое, это тот, который снял «Властелин колец», наш «Хоббит». Очень много других фильмов тоже там снимались, и «Район номер 9», но это было там про Южную Африку, но, в общем, этот режиссер огромный такой, знаете, занял слот в кинематографии, поэтому, и да, он с Новой Зеландии, поэтому что круто. И, кстати, он же является создателем одной из компаний, вот она называется Veta Digital, и это компания, которая находится, базируется в Веллингтоне, это компания, которая занимается всевозможными, ну, вот, спецэффектами и так далее, и они очень сильно как бы принимали участие в разных именно мультипликационных фильмах, там, например, «Приключения Тинтина», вот, например, «Война планеты обезьян», то есть это та компания, которая делала вот эти все спецэффекты, имеет кучу наград и так далее, и тоже вот, пожалуйста, базируется в Новой Зеландии. Также у нас самый один из известнейших режиссеров – это Тайка Вайтити. Это очень такой своеобразный и необычный такой мужчина. И фильмы у него обладают своим стилем, своим шармом. И да, я вот крайне рекомендую их посмотреть. Вот, например, вот «Кролик Джоджо». Это считается как бы, да, не новозеландское как бы кино, но оно же раздалось здесь, а снималось, конечно, больше в Европе и так далее. Потрясающее, по-моему, кино, очень реально крутое. Поэтому, в принципе, если вы хотите ощутить вот этот вот стиль новозеландского кинематографа, вот откройте вот все фильмы Тайка Вайтити, посмотрите их, это действительно очень такие вот душевные, со своим юмором, это потрясающие фильмы вообще. Если, например, коротко сказать по фильмам, которые я бы рекомендовала посмотреть, такие незаезженные, да, например, вот отличное кино вышло где-то лет 8 назад, называется «Охота за дикарями». Потрясающее кино, там снялся Сэм Нил, это известный актер, он снимался в
парк юрского периода. Потрясающее кино, там просто история про старого дяденьку с мальчиком, их приключения. По атмосфере фильм очень сильно похож, если кто-то смотрел мультик «Ап», вот очень сильно похож, знаете, он какой-то такой вот весь и с юмором, и какой-то душевный, и поплакать можно, и там Новая Зеландия. Его снимали в Новой Зеландии, потрясающие пейзажи, вот эти вот буши, это очень круто, и просто сам по себе фильм очень-очень классный. Ну вот, как уже упоминали, вот «Пианино», да, снимали тоже в Новой Зеландии, это известнейшее кино, но оно уже ему лет 30, 93 уже года, да. фильм. Вот, потом у нас есть чисто новозеландские фильмы, вот Whale Rider, это ему тоже лет 20, и там вот снимались наши чисто новозеландские актеры, известные тоже, ну, в Новой Зеландии. Такой, знаете, очень такой качественный новозеландский фильм, прямо вот, и это ближе к культуре маори, это особо интересное кино, потому что там про девушку маори очень интересно посмотреть с точки зрения культуры, потому что мы помним, да, что Новая Зеландия – это земля людей маори, земля маори, поэтому, да, мне кажется, вот через этот фильм очень особо можно посмотреть через призму восприятия, как у них это культурно все. И второй, кстати, у них есть фильм тоже, который «Воин». Который недавно сняли? Не, тоже он 80-й. Ой. Да, это которое старое кино, да, я помню. Вот, ну вот кролик Джоджо, это понятно, я уже упоминала, но это больше как бы производство просто. И вот классное кино, это где-то начало 90-х годов, «Небесное создание», тоже потрясающее кино, снималось вот Мелани Лински и Кейт Уинслет. И, кстати, этот фильм классный тем, что он основан на реальных событиях, про очень скандальное дело об убийстве в 50-х годах, и поэтому, то есть я вообще люблю очень фильмы автобиографические или фильмы на реальных событиях, поэтому потрясающе сыграли в этом фильме вот две наши известные актрисы. И вот, кстати, Мелани Лински, эта девушка, если вы не знаете как бы имена, она снималась в «Два с половиной человека» тоже, и она, да, тоже я вот не знала, оказалась она с Новой Зеландии. Да. То есть она голливудская актриса. Фильм, это классика считается. Слушайте, мы оставим, давай напишем все фильмы. Да, я могу написать. В принципе, да, чтобы вы понимали, все эти фильмы крутятся вокруг Тайки Вайтити и вокруг Питера Джексона, потому что в основном это все вот те режиссеры, которые... И они чаще всего приглашают всегда почти одних и тех же актеров. Они любят своих актеров, поэтому да. То есть, как видите, в принципе, оказалось, про Новую Зеландию есть что посмотреть. А что там еще есть кино. Ну, то есть это все фильмы Тайки Вайтити. Потом, если вот я вот хотела, да, из популярных, это я уже упоминала. Еще очень классное кино, и вот Олеся о нем еще раз вспоминала, это «Самый быстрый индиан». Это тоже роскошное кино, снимался Энтони Хопкинс, опять автобиографическое, потому что снималось об реальном человеке, об новозеландце, который поехал на своем переделанном очень старом, там, 1920 года мотоцикле «Индиан», он поехал в Бонневиль, США, и участвовал в гонках и победил. Это реально... Ой, это спойлер, да? Ну, честно, фильм очень потрясающий, и очень забавно наблюдать Энтони Хопкинса в этой роли, он очень классно это все сыграл. И хороший, там действительно похоже на Новую Зеландию, уклад и все. Ну, там именно этот фильм даже про путешествия, потому что показывает, как он с Новой Зеландии в те года он ехал, это были, по-моему, 50-е или 60-е года, то есть он ехал, вот представьте, сколько ему надо было ехать, как он собирал деньги, как ему помогали люди, он осуществил мечту, и притом он этот мотоцикл там слепил, из чего было, но это потрясающе. Да, и, кстати, вот по поводу слепить мотоцикл, из чего было, это действительно, как я говорила в одном из видео, новозеландцев называют человек это вая номер, ну, как бы проволоки номер 8, потому что это означает, что вообще новозеландец может отремонтировать все. Они все ремонтируют. То есть, если мы говорили там в России, что ой, там, да выкини там, как бы, что это, все уже покупают что-то новое. Нет, в Новой Зеландии вот такой вот образ жизни. Все ремонтируют. Почему сервисы, бизнесы очень достаточно сложно здесь вообще начать какой-либо, потому что такой средний новозеландец 100 раз подумает, сам сделает посудомойку, там, что угодно, а потом только, если уж совсем ничего, закажет часть какую-нибудь, эту, не знаю. Мы сами такие стали, я не знаю, как вы. Я считаю, что именно из-за этого в Новой Зеландии я была удивлена, когда я приехала, сколько здесь ретро-машин, мотоциклов, то есть, я очень это все люблю, и я просто иногда зависаю на вот какие экспонаты мимо тебя, и они едут, понимаете, это не те экспонаты, которые мы здесь, они едут,
И это потрясающие выставки постоянно. У них прямо целые слеты, они будут вот так вот толпами ехать на этих машинах, маслкары или там американские какие-то. У нас вот даже в нашем небольшом городе, в Ангарее, год назад происходила выставка мотоциклов «Триумф», причем «Триумфы» это были всех годов. И что самое интересное, чаще всего водители этих машин и мотоциклов – это дяденьки 50-60+. Вы очень редко увидите именно молодых людей, которые будут ехать на каком-то старом Индиане или Триумфе. Нет, это будет такой, я бы знаете, сказала, пузатенький 70. дяденька. Да, то есть 50 это рано. Ну, 50 это, извините, скоро я уже. окей, нет, плюс 60, окей. То есть Да, я в том да. плане, что вот эти все водители вот этих вот классных машин, их ценители это в основном, скажем так, вот уже, ну, люди, которые вот, ну, не знаю, там ближе, да, к дедушкам, к бабушкам, и у них будет пассажир, бабушка сидеть, они вот будут в кабриолете каком-то старом ехать. Это зрелище реально потрясающее, и мне кажется, даже это так здорово, это, знаете, какой-то индикатор того, что люди увлекаются реально классными вещами, они пытаются это все восстановить и оживить, и держать это вот, чтобы оно Да. вот никуда не делось. И у нас музеев очень много вот этих вот машин, даже вот недалеко от нашего города. Поэтому для любителей я вот тут просто, я в восторге, мне это очень нравится. И даже вот не надо в музей ходить, они просто по улице ездят, и Так ты прям они еще такие снимаешь их. дорогие. Вот у меня Да, есть конечно. друг, он тоже делает эти реставрации, и дома пару таких машин. А я говорю, зачем столько машин? А он говорит, ты не понимаешь, с каждым годом оно дороже и Конечно, дороже. потому что это экспонат уже становится, Да. редкость такая. И Да, говорит, это- вот это инвестиция. Я говорю, Да, это инвестиции. да, Девчонки, давайте Да, в двигаться. общем, мы потом дадим вам список фильмов, Фильмов, кому давай, интересно, да, давай потом- напишем. Просто Елена, я надеюсь, вас зовут, потому что я не знаю, насколько правда это аватарка. В общем, мы напишем просто список, Ирин, да, как бы фильмы, да. которые рекомендованы. Сейчас я забыла ответить, когда я говорила про английский. Вопрос от Ланы Каулди, я сказала, что я отвечу и на второй вопрос. Скажите, Олеся, почему вы выбрали английский именно в Новой Зеландии? Есть же более дешевые страны, где его преподают. Значит, ситуация у меня с Новой Зеландией случилась следующая. Ну, я говорила в одном из своих видео, что я искала страну по критериям, да, куда бы я хотела переехать. И остановилась на Шотландии. То есть тогда у меня жила сестра, она и сейчас живет, моя двоюродная, она жила в Англии, и получилось так, что я путешествовала Англия, Уэльс и Шотландия. Ну и вообще мы, в принципе, с мужем достаточно путешествовали тоже много. То есть я была в поиске, где страна, где страна. И Шотландия мне понравилась. То есть мне причем Шотландия понравилась такая, знаете, периферия, где овцы, вот очень похожа на Новую Зеландию. Ну вот. И я начала процесс, как бы начала процесс, чтобы переехать, то есть путь какой у меня. Начала, конечно, с английского. И на английском, когда изучала английский язык в Санкт-Петербурге, я пришла в школу и в одну там ближайшую, и взяла, значит, занятия с репетитором. Репетитор девушка, она жила в Санкт-Петербурге, но потом переехала в Окленд, сюда, в Новую Зеландию. И в тот момент, когда мы с ней встретились, она приехала обратно в Питер на год и преподавала. И тут мы с ней вот как раз и встретились. А понимаете, когда ты занимаешься вот один на один, индивидуальное занятие, это как такое, знаете, как психотерапия. Она тебя спрашивает, ты сидишь там, думаешь, что ты любишь, что ты не любишь, то есть все отвечаешь, она тебя слушает, а ты все отвечаешь. В общем, после там определенных там несколько месяцев прошло, она мне говорит, послушай, я говорю, я тебя смотрю на тебя и не понимаю, зачем тебе Шотландия? Съезди в Окленд, Новая Зеландия, откуда я родом. Родом. Откуда я родом? Она родом из Санкт-Петербурга. Где я живу долгое время? Вот ты вот прям вот заточена под Новую Зеландию. И мы поехали с сыном. Я уже рассказывала эту историю. Мы поехали на курсы английского языка. И я приехала, я с аэропорта поняла, что это моя страна. То есть, отвечая на ваш вопрос, почему я выбрала учить английский язык именно в Новой Зеландии, я начала уже учить английский язык раньше, но в Новую Зеландию поехать в школу я поехала на проверку страны. Вот так вот. Вот, девчонки, может быть, нам ответить Всё, немножко вопросы там? вот здесь? Ответы, много вопросов еще здесь напечатано у меня. Я думаю, что здесь у Где-то нас... тут были, сейчас я начала. Нужны ли стране зубные техники?
У меня, кстати, недавно со мной, украинка, общалась, которая муж у нее стоматолог, она или ну да, стоматолог. Он быстро нашел работу здесь, такого ассистента, но со стоматологией доказать, вот именно если Это вы стоматология, медицинская, это да, как вот, да, медицина, всё. та же самая эпопея, очень Они долго как бы, наверное, и нужны, дорого. но Они нужны, вопрос, да. насколько быстро вас сюда пропустят. Да, Да, нужны, потому что доктора тут всегда нужны. да. Просто, да, это сложный процесс. Квалификацию доказать очень сложно. Да, да. Но можно. Посмотрим на мне, кстати. Что еще из вопросов? Как в Новой Зеландии с интернетом, он быстрый? Ну вот, Ну, как видите, быстрый. зависает. Не зависает, это что-то случилось. Нет, да Не, нормальный интернет. Да, ну, как бы, да, зависит от абсолютно. провайдера. Да, Не, да. девчонки, у меня вечером... Бывает, смотря где, да. Да, у меня потому что такой динозаврский. Забавный вопрос. Есть ли казахи в Новой Зеландии? Есть, Тут все есть. да, есть. Казахов много Да, казахов. как бы у нас. Ага, а это было, Мамуля кстати, твоя с написала. моего канала, да, это Мама, мама. да. Мама, привет. Сирсанай. Девчата, как вы адаптировались к климату Новой Зеландии? Какие-то новые ощущения появились в вашем женском здоровье? Мам! Окей, Не, климат. конечно, да, я не буду скрывать, как бы да, ну, это у меня много изменений, но таких нет. Страна отлично, все замечательно, но у нас с мужем появились проблемы с суставами, мы с ним оба, бывает так, как бы просыпаемся утром, и вот болят суставы. Очень многих, у моих знакомых болят суставы, достаточно в раннем возрасте. То есть я заметила проблемы с суставами, прожив здесь 2 года. Я не знаю, что это как у вас. Но у меня нормально. Я думаю, что да, Новая Зеландия в плане климата мне очень подошла. Пока никаких, слава тебе, Господи, нет у меня каких отражений на моем здоровье. Мне кажется, наоборот, даже положительной стало в плане, ну, чистоты, да, то есть чистота и экологичность, она отражается на всем, и даже вот там лицо или что-то, вот эти все моменты, совсем же по-другому было, не как вот дома у меня. Но опять-таки, мне кажется, это в зависимости от того, откуда ты приехал. Мне есть с чем сравнить, поэтому у меня ситуация немножко другая. А в плане как бы здоровья, нормальный климат мне абсолютно подходит. Да, хотелось бы, наверное, чуть-чуть теплее летом, вот чуть-чуть. Да. Вот именно сейчас. В прошлое лето было просто потрясное, вот реально, это было очень теплое и мало дождей. Дождей сейчас, кстати, меньше стало. А зима, ну, опять-таки, надо уточнять, где ты живешь, да, то есть я живу в Норсленде, это самый теплый регион Новой Зеландии, но он самый дождливый. Я обнаружила, что меня дожди абсолютно не напрягают. Они меня страшно бесили дома. Я поняла, что мне не дожди бесят, а вот это вот ужасная мряка Слякоть, и слякоть да, после в Украине, темнота. когда дождь идет осенью или весной, это можно просто депрессивно умереть. А в Новой Зеландии это все, значит, зеленое, это все красивое. И дождь в Новой Зеландии, это, наверное, мне кажется, самое красивое, что я видела вообще. И оказалось, мне с дождем все в порядке, и я абсолютно нормально переношу зиму, и дожди вот эти вот. И если говорить о климате там вот в помещении, да, тоже, если у тебя все нормально с проветриванием, с кондиционированием, с отоплением, то влаги не будет. Если у вас проблема, да, там с домом, дом старый, то будет совсем, конечно, другая атмосфера, и будет и плесень, и так далее. То есть, я думаю, вот Олеся больше может об этом сказать. Но мне кажется, что по ощущениям, те люди, которые не любят жару и не переносят холод, в Новой Зеландии это прям, по-моему, идеально. Потому что я знаю, вот у меня как минимум 2 знакомых, которые с Австралии переехали, потому что там было им жарко. А некоторые уезжают с Новой Зеландии, потому что им тут недостаточно жарко. Поэтому, ну, это всем свое, да. Вот мне подходит, потому что в Украине у меня большая амброзия, это аллергия. Я страдаю. А тут у тебя нет? Нет, вообще ничего нету. Вот У меня там тоже я умираю. ужасно прошло. У меня ничего не помогает, да, я вот 3 месяца, Исцелились. серьезно, и поэтому мне здесь климат очень подходит. Да, дожди это, конечно, такое. Ну Надо- да. Ну, Надо надо добыть. одежда. Просто Да. как одела что-то такое, что легко высохнет, и все. Ну, или всякие там вот. какие-то дождевики. или Ну так вот далее. смотри, Ты люди- гуляешь в дождь? я гуляю, потому что я все время гуляю. Я тоже. Я пешеходом была 2 года. Ну, то есть я машину купила недавно, я в дожде прожила 2 года, и мне вообще нормально. Хороший зонт, и ты свободен. Да? Ну, не зонт, а Не, зонт ну, сломает это ветер. не, нормально, если ты просто какой-то небольшой дождь. А так, да, у всех будет по несколько курточек специальных и так далее, но
да. А если у тебя есть машина, то почему тебя дождь беспокоит? Не-не, я Сама. вообще, для меня вообще дождь не проблема. Я в Но люди, любую вот, погоду которые иду. живут, они здесь депрессируют. У них депрессия Да. по поводу дождя, погоды, серой погоды, холода, сырости. Вот, у них вот у всех депрессия. Знаешь, Знаешь, почему? депрессия, ну, мало эксерсайз. Да, они ничего не делают. Это Занимайтесь. намекает на Наташа. Переходите на ее канал и занимайтесь спортом. Не-не-не, вообще просто правильно. она намекает, что Надо чем-то заниматься. Если ты чем-то Правильно. занят, то у тебя нет Ты времени ничего не замечаешь, я депрессировать, согласна, да. да. Я когда сюда приехала, и вот я приехала вообще в зиму, то есть я прямо в самый пик ада, да, как будто вот зима в Новой Зеландии, я ее пережила. Честно, мне не было времени вертеть головой или грустить, или депрессировать, когда мне надо выживать, и я должна идти на работу, чтобы меня туда не уволили, и мне надо, блин, все было делать самой. А честно, когда ты занят, тебе не до этого, знаете, как бы в Ване Карениной, да, и корову бы ей, а лучше 2, вот, и займитесь Да, чем-то, да. и тогда у вас депрессии никакой не будет. Ну, я шучу, я понимаю, депрессия Не-не, бывает, она вопросы есть, ментального она здоровья есть, да, но в очень том плане controversial. очень часто это тоже связано с тем, насколько вы умеете себя занять. Но нельзя игнорировать тот факт, действительно, что депрессия есть. И, кстати, к тому же сказать, Новая Зеландия одна из первых в мире Да, по юношеская. суицидам юношеским. Это ж неспроста. Но Да. это никак не связано с природой и с погодой. Это связано больше с буллингом, с проблемами в семье, всякими там, может, криминалом. То есть Ну, тут у погода маори не особо высокий причем. там, Да, это, кстати, высокий. больше это маори. Да, у них- То есть нельзя это игнорировать, это в любом случае есть, и этому есть какие-то свои причины, но надо отдать должное, они тоже пытаются, вот, ну, государство пытается как-то это уменьшать, да, ну, не количество людей, господи, проблему это уменьшать, но, да, я не скажу, что там это как-то игнорируется, но все равно это проблема, действительно, как бы, никто это Нет, не скрывает. депрессия вообще, вот, ну, девчонки, как бы, вот недавно я общалась, была на день рождения, ну, то есть там все были такие люди, там 48, 51, вот такой вот диапазон, да. Все живут хорошо, переехали все сознательно. Многие там, некоторые люди были даже с родителями приехали, знаете, то есть у них семьи. И вот мы как раз сидели, говорили, что вообще ментальное здоровье, вот себя поддерживать, я имею в виду, что вот мы сейчас говорили просто про депрессию, да, ну вот, и вспомнилось мне, что мы сидели и обсуждали, достаточно такой глубокий у нас был разговор о том, что все есть, а все равно чувство бывает такое, что, ну, депрессивное. И я так вообще, сколько я живу, я так понимаю, что действительно, наверное, это время от времени происходит независимо от того, в каких-то Накрывает, да, условиях, так, да. Это просто надо учиться регулировать нам всем, как бы, и то up, down, наверх, вниз. то Ты есть знаешь, что это- я заметила? Это очень странно. Я вот теперь понимаю этих людей, которые вот в благополучных странах страдают депрессией, суицидами потом, да, последствия и так далее. Я вот то же самое прочувствовала это на себе. Когда сначала ты приезжаешь, вот в моем случае я приехала в Новую Зеландию, у меня был первый период адаптации, настроить свою жизнь, там все купить, все, что надо, работа, закрепиться везде. А потом наступает период, когда у тебя уже все, ну, более-менее хорошо, начинается стабильность, да, вот Да. так званая, за которой люди сюда едут. И у тебя и то есть, у тебя уже все есть. Ну, то есть все необходимо, вот это базовые потребности закрыты, и даже больше. И ты потом зависаешь и начинаешь понимать, что, а дальше что? Ну, то есть, как бы, если Да. у тебя нет цели, например, Да. цель купить дом, цель купить машину, цель поехать на отдых, то ты, имея даже все, ты реально можешь просто упасть в депрессию просто от того, что ты, мягко говоря, офигела от того, что у тебя все есть. Ты, это правда, я помню это Нужна, ощущение. цель нужна, Что ты сидишь, абсолютно. грустишь? У меня все хорошо, ну, в смысле, Да, относительно, да, то есть у тебя все есть, что ты страдаешь. А оказывается, действительно, страдания происходят именно от вот этого Нет ориентира. переизбытка всего и нету цели. Когда у человека нету цели, у тебя жизнь бесцельная, вы даже в Новой Зеландии, в самой лучшей стране мира, вы заводите волком, потому что у вас нет мечты, у вас нет цели. Ну То да. есть если вы не поставили себе цель, что вы должны что-то делать, вы остановились на месте и а-ля, привет, депрессия, все. И я это помню по себе, я такая сразу, надо что-то делать, хобби, какие-то занятия, там, связанные с расходами или нет, неважно, просто себя надо, а Новая Зеландия способствует, что вы занимались чем-то постоянно, ходили куда-то, море, океаны, что хотите. Не, ну, поэтому- знаете, друзья, я на самом деле здесь, у кого действительно депрессия,
те, Ирина, даже не могут найти все Нет, силы. это понятно. Это Это уже как когда, бы, это да. когда уже все. Да, когда что-то такое вот типа Я как имею в вот виду, у когда нас... какая-то, знаешь, вот тоска или какое-то вот апатические состояния. Я не Ну могу да, назвать да, это не депрессией, депрессия, нет. а вот именно когда вот мы так Преддепрессивное состояние, пригрустнули, да. да. Но это А, тоже, это же тоже опасно. Ты сейчас пригрустнула, а потом ты на это внимание не обратила, потом Ну это да. усугубилось, и ты уже все, ты уже в категории депрессивных ну людей. да. Поэтому я в том плане, что чтобы этого избежать и не оказаться, да, вот в этих вот, Мгм. скажем так, условиях, надо, да, как-то себя Да. спасать. Как Но это не у всех, да, находить цели. получается. Нельзя игнорировать проблему, нельзя говорить, что депрессии нет, а нет, она Мгм. есть, как бы Ну да. никто не отрицает этого, да. Ладно, давайте двигаемся дальше. Это к тебе, Наталья. Давай, читай. Ко мне? Да. О, потом я Интересует еще... качество продуктов питания, цены, помидоры со вкусом помидора. Помидоры Да, так тебе. кстати, помидоры со вкусом помидора это очень тяжело найти, потому что здесь нету вкуса помидора. Нету наших, я не знаю, вот украинские розовые помидоры. Вот Да, что ты я хотела упомянуть, скучаю. что настоящие, которые не в супермаркетах. У Да, нас их тоже в Украине в супермаркетах вкусных нет. Это только в Фермерские. огороде, фермерские. да, вот. Да. Но здесь я как бы не находила розовые помидоры. Нет, Я- роз тут вообще, мне да. кажется, да, только если ты их вырастешь. Да, но на всяких вот этих базарах, маркетах, или как они там Мгм. называются, можно найти. Да, можно да. найти очень, кстати, хорошие такие пахнючие, как они Да, называются, которые будут пахнуть, да, помидоры, помидоры, огурцы, да. все можно найти, только вот надо поискать. Вот, мясо свободного выпаса, да, вот у нас оно пасется везде, так что у нас мясо... Свободнее не Да. бывает. У нас вот биф и вот это лэм, который барашка, да, Да, вот это говядина и баранина. самое Мгм. лучшее. да. Лэм это И оно же везде, вот во всех ягнятина. странах, вот Ягнятина. когда вот там заказывали, новозеландский ягненок, замечали? Не знаю, я Да, замечала, да. и все, и сразу же цена там растет, потому что это, самое Да. вкусное. Не, мясо вкусное, Вот действительно. моя сестра приезжала, она здесь тоже жила со Мгм. мной во время войны, вот, и они сказали, самое лучшее мясо. Мы Мгм. постоянно вот баранину делали барбекю. Да, да. Вот. По поводу нормы по антибиотикам. Но это надо Ты работать. зачитай это Животноводстве, мясо чтобы знать, свободного, да. Да. нормы по антибиотикам полностью. Да, Дочитай это. как с пальмовым маслом. Ну и цена на говядину, баранин, к примеру, что продается из круп. Качество, цена на овощи, баклажаны, перцы, брокколи, шпинат, Мгм. спаржа. Мгм. Да. Вот что ты думаешь. Что я думаю по поводу антибиотиков? То есть в нашей стране все регулируется очень жестко. По пальмовому маслу меньше, чем в других странах, как в Китае и в Индии, но оно есть. Так как я тренер, и я на это смотрю пальмовое масло, я хожу в супермаркет, и я обращаю на это внимание, и стараюсь не покупать продукты с пальмовым маслом, или же они могут написать vegetable oil, Да-да, овощное а масло. оно То есть под. оно под этим, Мгм. поэтому нужно внимательно смотреть ингредиенты и выбирать, где меньше всего добавлено Мгм. всяких вот этих масел, потому что Масел. оно масел, да. Извиняюсь, Масло. забываются русские слова. Вот. И цены на говядину, баранину, они как бы от и до. Да, потому что разная часть, разная Разная цена, часть, да, разная как и везде, цена. да. Ну, Я как бы- скажу, что мясо, я не чувствую проблемы купить мясо. Тут Мгм. рыба дороже, чем Да, мясо. Вот да, это странно. морепродукты. Морепродукты, рыба будет стоить 30 от 30 долларов. Снайпер стоит почти 50. А Очень это самая дорого. популярная рыба. И лосось Лосось. будет стоить дешевле, чем снайпер почему-то. А Мгм. вот мясо намного доступнее абсолютно. Курица Мгм. вообще дешевая из всего. То есть это... Ну, курица, она еще такая, Ну, знаешь, да, я просто, да, то своеобразная. есть это понятное дело, что ты купишь. Но я просто, например, если говорить о помидорах, то единственное, чем я спасаюсь, чтобы купить настоящие помидоры, это маленькие помидоры, вот эти вот черри. черри, Это да. единственные, которые будут обладать вкусом, сладким вкусом Мгм. помидора. И это вот, я даже себе их дома садила, кстати, классно получается. В том плане, что это, вот если хотите почувствовать. А так это все, так же самое, как вот у нас в Украине, если ты покупаешь в супермаркете помидоры, они будут все пластиковые. Единственные, которые нормальные, это будут черри. Хочешь хорошие помидоры, ты идешь на рынок. Здесь законы такие же самые. Хочешь хорошие овощи, фрукты, ты идешь на фермерский рынок. Нового ничего не придумали, тут такая же система и так далее. Но я, например, вот заметила, если ты говоришь за ингредиенты продуктов, я вот удивилась, что когда я приехала сюда, я тоже читаю этикетки, что там написано, тут намного меньше химозы в продуктах, чем вот в других странах. Ну, я за Америку вообще не говорю, там у них вообще и сахара просто зашкаливает уровень. Здесь действительно ты покупаешь сыр,
какой-то, или даже вот там в Филадельфии или еще что-нибудь, там будет минимальное количество каких-то консервантов, и там реально там покупаешь сыр, там 4 ингредиента. Там вот просто молоко, там что-то, сливки, Да, все. да. И вот я заметила, что намного меньше вот этого ненужного Мгм. какого-то химического. Понятно, есть какие-то продукты, которые не очень здоровые и так далее, но в основном, ну, мне нормально качество Мгм. продуктов А абсолютно. цены как, на А ваш тут взгляд? все дорого. Да, сезонно, Да, сезонно. Сезонно мы покупаем овощи, стараемся, фрукты сезонно. У нас сейчас тут черешня, Что-то арбузы, постоянно да, лежит, да. Вот да. помидоры могут лежать весь Не, ну год, а они дешевле дешевле сейчас. сейчас. Да, те же самые черри летом стоят Мгм. коробка $3, зимой это будет 6. Вот вам такой порядок цифр. А так Да, цены я прыгают, отвечу в про принципе, да. ЛГБТ. Так, другая, значит, степень пропаганды ЛГБТ. Это тот же самый вопрос, просто Наталья ответила про эти продукты. Так, степень пропаганды ЛГБТ в детском саду и школах, ювеналка и оставление детей с отцами-педофилами как нормальная практика. Ой, а это можно говорить слова такие? Из-за Запикай. коррупции в судебной системе. Ну, не знаю, по поводу детского сада Особенно и коррупция, судебная пропаганды. система мне очень Такого нравится. пропаганды, я не знаю, что это такое вообще. И просто у Ну, нас общество инклюзивное, и ну, если ты У нас не другой пропаганда, у ориентации, нас да, то просто не это просто, запрещено об да, этом говорить. свобода, И, да, нет такого, что ваш ребенок придет в детский сад, и ему будут об да. этом с утра до вечера говорить. Нет такого Ну, здесь. есть у них вот в школе, как вот, мне кажется, с какого это класса-то, мне кажется, это с лет 11, наверное, у них сексуальное образование есть. И вот на этом сексуальном образовании они объясняют, что какая есть любовь и так далее. То есть, ну, есть Ну, такое. они это объясняют Да. просто, да, чтобы, например, твой ребенок, когда увидит представителей ЛГБТ, он не тыкал на них пальцем и не Да. спрашивал: мама, что такое? Это для Да, этого да, сделано, ну, а не для такого, того, что... чтобы заставить его быть в этом сообществе. Ну, это же не для этого Да, делается. ну, то есть я не знаю по поводу степени пропаганды, я это не называю пропагандой вообще никак. Ювеналка, ну, как сказать, вот подростковый такой криминал есть, да, у нас, в общем, есть эта проблема, что они делают. Часто на машинах заезжают в магазины, разбивают витрины, воруют там, что попадется, чаще всего Это года 2 сигареты. назад прям такая волна Да, была была в таких странах. волна. Ну, это Окленд в основном был, да. Даже не Окленд, это было, ну, хотя Окленд тоже был, но это было где в районе там Вайкату, вот там вот Да, больше. да. Ну, это есть, но это такое все, ну, не знаю, с чем сравнить, как бы, я все равно чувствую себя безопасно. Абсолютно. То есть самый большой вид преступления – это кражи. Да, То есть это там у кражи. вас, ну, могут взломать машины, да. Ну, нельзя игнорировать, что есть, конечно, какие-то другие преступления, но мы же всегда все сравниваем, правильно? И когда ты сравниваешь с другими странами, ну, Да. вообще. Отцы-педофилы, это я не знаю, это серьезно, я не знаю, где вы чего Это прочитали. звучит как стейтмент. Это звучит как человек знает, что тут у нас такое Не, происходит. нет, Я не в дети курсе об защищены. коррупции. А честно, я не в курсе, что у нас есть коррупция вообще где-то. Не, коррупция Ну, есть. прям так Да. конкретно в судебной системе. Вот. Коррупция. Коррупция. Не, ну коррупция есть везде, действительно. Ну, но уровень какой. Да, уровень у нас Да. по сравнению с Россией, например, Я как бы, где я за жила, 2,5 года с коррупцией не сталкивалась ни разу. Ну, а есть, Абсолютно. как Ну, бы, я нет, да. у меня не было Выше такого есть, опыта. выше уровень. Выше, Да. да, но бытовой коррупции нет, Нет. ребята, ее нет. А по поводу детей, дети защищены, есть проблема, нельзя скрывать, что вот, например, в семьях островитян, маорийские, я не знаю, вот островитян, я знаю, что есть проблема у них такое домашнее У них, да, насилие. домашнее У насилие них, есть, потому что да. очень тесные отношения, они живут в И большими много семьями. детей в семье. Да, и бывает так, что там изнасилование происходит, но они настолько все это скрыто, как бы, то есть это нужно, это их культура, это на самом деле очень все И они такое. часто даже не пропускают Да. вот туда социальные службы, еще что-то. Да, То есть да, это своя это- проблема, да, Да, она а есть. так вот среди, вот если сказать, вот какие-то там такая проблема педофила, нет, такого нету точно, я даже не хочу тему обсуждать, ерунда, как бы нету. Она есть, и как бы, людей Ну, как бы я со свечкой ненормальных. не стояла, Да, я не нет, знаю. есть ненормальные люди везде, Ну, да. как бы это нельзя от этого, ну, какой-то проблемы такой, чтобы это... Так, Может, вот, хочешь давайте что-то сюда еще же я ответим? сейчас скажу про, поскольку мы начали говорить про школу, да, я сюда внесу вот этот вопрос, 7. Так, вот этот вопрос, который сейчас я от Любовь Воробьева, значит, этот вопрос очень часто мне задают в комментариях. И я на самом деле сейчас хочу на нем остановиться. Спасибо за общение. Очень хочу спросить, сколько было лет сыну, когда вы переехали, как проходила адаптация у него, или, возможно, дети ваших друзей, какой опыт имеете?
Дело в том, что я просила сына своего много раз поучаствовать в видео. Он не хочет показывать лицо. И вообще хотя ему 19 лет, но все равно: "Нет, я не хочу, и меня как бы не упоминай". Ну, я не упоминаю, видите. Ну вот. И я попросила его друзей, чтобы они поучаствовали. Они мне то же самое сказали, что мы не хотим показывать лицо. Вот странно. В общем, А сейчас такое поколение, они такие все. ТикТоке как же Это всё другое. проще. Они, Ну, в общем, ты кринж, ты для них мама. Нет, это не то. в общем, что я Это сделала? неинтересно. Я у них спросила, вот в самом таком обрывке спросила у нескольких людей возраста, там сейчас им по 19-20, но когда они переехали сюда, задала вопрос. Значит, мой сын, давайте начнем с него. Он переехал в первый раз, там ему было 9 лет, 10, а когда уже окончательно, ему было 11, потому что мы туда-сюда еще там ездил он с папой. А когда он приехал в 11 лет, он пошел в начале, когда он только в 9-10 лет, он был в начальной школе. Там проблем, ну, вообще нету там как бы вообще никаких. Единственное, может быть, система другая, потому что там дети больше сами учатся. То есть у них есть лист такой must do, то есть то, что ты должен сделать, can do, то, что ты можешь, и то, что ты обязан сделать. Должен и Must, обязан. да, то, что ты должен сделать, и то, что ты можешь сделать. То есть они сами выбирают. Ответственность такая под их ответственность, понимаете? То есть если в России тебе задали, ты должен там сидеть учиться, то здесь было такое немножечко, ну, можешь, ну, давай еще туда побольше, давай тогда. И эта система, ну, отличалась от нашей. Это, наверное, такая единственная была проблема. Языковой барьер не особенно в том возрасте играл какую-то большую роль. А вот когда уже ему было 11 лет, когда он уже пошел здесь в intermediate school, то есть такую среднюю, можно сказать, школу, здесь у него были проблемы, ну, не то, что у него, а вообще вот этих ребят, у кого я спрашивала. Первый языковой барьер, многие понимали, стеснялись говорить. И еще очень отметили они такую, значит, проблему, как, понимаете, разные культуры. И очень многие беспокоились, что они что-то скажут не то, чтобы не казаться странным. То есть, понимаете, чтобы их как бы не выдавливало общество. То есть, и получается, здесь ты постоянно в стрессе, как бы что-нибудь не сказать не то, потому что здесь, ну, все равно разные культуры. Как бы это как ни крути, мы совсем, ну, разные. И некоторые ребята говорили, что сложность еще была в том, что даже когда у них уже был хороший словарный запас и все прочее, но разговоры здесь, они достаточно неглубокие, то есть они такие поверхностные. И когда идет какой-то там диалог, глубоко обычно не копают. А у нас, ну, принято так, ну, как-то, не знаю, особенно, не знаю, там, в таком возрасте, Глубокие да, разговоры. в подростковом. И это тоже было такое, скажем, ну, такой дискомфорт определенный в общении, потому что ты глубоко не можешь как бы копнуть, да. И что ребята, как они в основном адаптировались? Это было года 2 они общались с русскоязычными все равно, то есть дружбу поддерживали с русскоязычными. Второй момент, потом уже была такая ступень, когда они общались с интернациональными студентами, такими же студентами, которые приехали с разных стран, на основании общих интересов, таких, что, ну, мы иммигранты, да, у нас общие какие-то есть, ну, проблемы. Родители, которые чаще всего говорят хуже, чем дети, там, знаете, Чаще ну, всего, да. какие-то вот такие вот общие проблемы, которые связывали этих ребят. И да, по поводу, что они сказали, по поводу драк, физического какого-то там, ну, Буллинга, насилия, это вообще просто никаких драк не было ни у моего сына, ни у моих там. А буллинг есть в школе? Да, Ну, а вот всегда вот, пассивная да. агрессия, она есть. То есть поскольку ты не можешь дать в глаз так напрямую, да, то, конечно, ну, пассивно-агрессивно вести себя Да. можно разными способами, различные способы буллинга, но это тоже, в принципе, ну, как бы можно на это влиять, да. Теперь давайте так, английский нормально все. Ну да, там. Да. В общем, в основном сказать доброжелательные, общение было. Но действительно, вот так вот с кивусами, чтобы приехала сразу с кивусами у тебя дружба, нет, так вот с этих ребят никто не ответил так. Сейчас я скажу еще последнее в этом,
Да, значит, советы, которые сказали ребята, чтобы лучше адаптироваться для ребят, кто приедет. Первое, что постарайтесь, ну, во-первых, постарайтесь не бояться все-таки, как бы, ну, не знаю, говорить как угодно. Говорить. Здесь многие очень люди приехали, поэтому, ну, не бойтесь быть, не знаю, может быть, в чем-то грамматически неправильно, просто начните говорить. Наблюдайте, конечно, за правилами, Не потому бояться что, надо, да. да, потому что, конечно, есть такие вопросы, вот controversial, как бы такие вопросы, как сказать controversial на русском-то? Провокационный? Ну да, такие, это ЛГБТ, ментальное здоровье, что еще? Да, в принципе, это все. Это в Расизм, основном, да, расизм, расизм да, еще тоже, расизм. да. Вот эти вопросы будьте аккуратны, потому что, ну, не то, что будьте аккуратны, ну, не надо так сильно выражать свое мнение, у вас напротив человек может быть совершенно с другой ориентацией, как бы, да, а вы будете говорить: "О, какая это там". То есть держите при себе, вы можете обидеть Тут как человека. бы, понимаешь, иногда вот я помню, такие же были тоже комментарии у меня на канале, и все говорят: у вас же страна развитая, ваша страна свободная, почему я не имею права выразить свое мнение о том, что, например, человеку не нравятся ЛГБТ-люди? Мгм. Меня что, за это накажут? Говорю: да нет, в принципе, ты можешь это сказать. Ну, то Мгм. есть на тебя просто посмотрят как на странного Да. человека. Вы понимаете, что когда вы говорите свое мнение, которое явно имеет в виду мнение обидеть другого человека, человека другой группы, неважно какой, Да. это будет тут будешь раса или ЛГБТ, Мгм. или женщина, или мужчина тоже. Есть же, знаете, какие-то вот люди, ну, там, которые просто обижают, потому что ты женщина или потому что ты мужчина, то вас умным не назовут. То есть Да, ваше будет, мнение, оно как бы репутация. важно, но вопрос, как вы будете после этого выглядеть, да? То есть если Да. вы считаете, что ваше мнение очень важно, его надо высказать обязательно, потому что у вас жизнь пройдет зря из-за этого, вы это можете сделать, но это некрасиво, это просто некрасиво. Имеется в виду, что вы должны быть в согласии, в какой-то вот в доброте к другим людям, Да. неважно, что они собой представляют. Человек должен только для вас быть угрозой, когда он совершает преступление криминальное. Все остальное – это не ваше дело. Если человек решил, вот, или он не выбрал, он родился какой-то расы, а вас она не устраивает, это тоже не ваша проблема. Да. И вот об этом вас просят, чтобы вы были толерантны. Не то, чтобы вы вставали в их ряды. Да, нет, это имеется в виду, чтобы вы были толерантны, и вот не обидели, было это. да, Не как бы надо не обижать. да, Почему вы считаете, что вас за что-то преувеличивать, можно не обидеть? Может быть, вы тоже чем-то кого-то раздражаете по каким-то своим, по вашей национальности, например, но этого же никто не делает. Поэтому всегда вот у нас на работе, у нас целые программы об этом, diversity и так далее, будут об этом говорить. И это, между прочим, очень сильное как бы нарушение. Это harassment, abuse, дискриминация. Вот они стоят рядом. Дискриминация. И это если вас уличат в дискриминации по национальному, расовому, ЛГБТ, какому-то еще признаку, проблемы будут у вас, а не у того человека, которого вы обидели. Ну, вот и все. Просто постарайтесь такие вещи, как бы, ну, а так, по сути, остальных каких-то, не знаю, в общем, и еще очень хороший дали совет, для того, чтобы побыстрее адаптироваться, запишитесь в клубы. То есть есть клубы, вот D&D, литературные, философские, там, дебатов, шахматные, разные. И вы там по интересам найдете какие-то soulmate, да, как бы людей, которые с вами будут разделять, там, не знаю, вашу точку зрения, ну, или не вашу точку зрения, какие-то общие интересы. В клубах даже работу могут находить. Ну, вы можете с кем-то знакомиться и найти работу. Ну, да. Ну, в общем, вот это вот. Так что, ребят, не... давайте, давайте. Мне тут, кстати, один вопрос, даже это не вопрос, это комментарий про стресс. Вот мне очень нравится. Я просто хотела прокомментировать. Конечно, стресс. Не берут на работу иммигрантов, а работа там ад. Просто в полях, дойка хоть в бурю, хоть в дождь, мокрый в стельку, доставь то молоко. Я обожаю такие комментарии, честно. Где? Вот это у нас в чате. Это, подожди, это про ферму? Ну, это когда мы говорили за стресс. Мне бы хотелось просто уточнить, что такое не берут на работу иммигрантов. Новая Зеландия – это страна иммигрантов. В смысле не берут иммигрантов? Тут все иммигранты, тут все когда-то приехали. Вы что считаете, если ты с России или с Украины, ты не такой же иммигрант, как с UK или с USA?
тут не могут не брать иммигрантов, потому что тут все приезжают, чтобы жить и работать в Новой Зеландии. То есть это явно какой-то такой, знаете, вопрос, чтобы людей в заблуждение ввести. Работа в ад, дойка и в дождь и снег. У нас не дуют руками коровы. Что? Мы же не в селе живем. У нас все дойные станции стоят. У нас нет рабского труда. Между прочим, законодательство в Новой Зеландии трудовое одно из самых лучших в мире. И здесь очень сильно следят за нелегальной работой, за работой, сверх нормы и так далее. Конечно, есть случаи, когда каких-то не очень хороших работодателей, когда могут что-то не платить и так далее, но у нас есть наш Labor Act, который защищает всех работников, нормы по минимальной оплате труда и так далее. Поэтому говорить о том, что тут иммигранты все страдают, потому что их на работу не берут, потому что они иммигранты, тогда здесь никто не будет работать. Тут все иммигранты. В смысле, как это? То есть просто у кого-то лучше ситуация, у кого-то хуже. Язык является барьером, да, там и так далее. Но, честно, очень такой провокационный какой-то комментарий, абсолютно далек от действительности, действительно, лишь бы ладно. Как-то очень странненько, да. Нет, Тут был Наташа вопрос. Да, Наташа, простите, не знаю имя девушки к тебе. Наталья ее зовут, Наталья. Вот, Надиго. Надиго, кстати, моя постоянная... И моя. Привет. Видишь, если ты ответь на это. О, хорошо. Прочитай только. Прочитай, да. Вы получили рабочую визу, да, получила, если первая работа была в алкогольном... Как ты получила рабочую визу, да? Да, это было 9 лет назад, когда я приехала. Сначала у меня была туристическая виза, я сюда приехала просто как турист. Потом я сюда вернулась. У меня есть здесь знакомые, которые здесь живут уже больше 15 лет. И я благодаря им получила рабочую визу на короткий срок, а потом на длинный срок. И так как было тяжело найти работу, а я хотела попробовать, и мне было все равно, где работать вообще. А работа какая была первая? В магазине продавать алкоголь. То есть, поэтому тоже, мне кажется, это интересный вопрос. Спрашивают, как можно было получить визу для работы в алкогольном магазине. Вот об этом. Знакомство. На основании. Да. Поэтому по контракту, конечно, есть люди, есть рабочие визы, которые по профессиям специально. Не, это у меня совсем другая история. Рассказывай, чтобы люди поняли. Я даже не собиралась здесь жить. Так как мне понравилась страна, я просто решила попробовать. И так как получилось получить визу на короткий срок, я даже не помню, или 6 или 8 месяцев, я как-то попробовала. Но потом все равно я поняла, что как-то тяжело, потому что нужно все равно адаптироваться с языком, там зарплата была маленькая, и это не то, чем бы я хотела заниматься. Поэтому я пошла потом уже через время учиться. То есть это зацепиться? Да, самое главное, если есть желание, можно зацепиться. Если есть знакомые, это очень хорошо. Если есть... конечно, да. Да, здесь у меня очень много с Одессы, потому что я жила в Одессе, очень много знакомых. Послушай, а как ты, получается, ты приехала по туристической визе вначале? Да. Я 2 раза по туристической. Отсюда подавалась. А потом выехала, да, и потом... да. Поняла. Тут, кстати, тоже есть похожий вопрос про твой. Какая сейчас ситуация с программами по иммиграции? Есть ли специальные визы для специалистов, как в Австралии? Нет, у нас не такая система визовая в Новой Зеландии, как в Австралии. В Австралии есть отдельная прямо сразу straight resident виза, когда ты приезжаешь в Австралию по профессиональной миграции, не будучи никогда в этой стране, и ты сразу приезжаешь на визу резидента. В Новой Зеландии у нас нет чтобы ты взял и просто сразу заехал по визе резидента. Если говорить, в частности, про наши страны, потому что у всех страны разные. То есть, например, многим странам доступна опция work and travel, когда люди могут приехать и поработать. У нас, например, для Украины, России такого нет. То есть Украине и России доступны только туристические визы, рабочие визы или студенческие визы. Это все опции, которые доступны, чтобы попасть в страну легально. И потом уже на основании этих виз, как у меня в случае или у Наташи, рабочая виза превращается в резидентскую. Потому что та резидентская виза, которая у меня самая свежая из вас, она та виза, которая основывается на рабочем опыте в Новой Зеландии. И чаще всего они к нему привязаны. Соответственно, вы физически не можете получить визу резидента, не будучи в Новой Зеландии, или хотя бы ни разу тут не работав. То есть именно если говорить о миграции, сравнить с Австралией, с Новой Зеландией, тут система не такая и, скорее всего, получается лимитированная и меньше вариантов для людей сюда попасть, в отличие от
Австралии, да, там вот есть такое, у нас тут такого нет. Поэтому вот у вас официальных 3 опции вот есть, и выбирайте любую. У студенческих, кстати, виза это самое, вот как у Олеси было, это самое тоже популярное, но это не дешевая опция, потому что для иностранных, да, студентов тут довольно такие высокие тарифы в университетах, но люди, да, выбирают такой путь, чтобы остаться и потом просто менять на рабочие, резидентские визы, поэтому да. Сейчас смотри, Ирина, по поводу Наталья Грига. Наталья Грига, здравствуйте. Это тоже моя очень постоянная слушательница. О, кстати, написала здесь наша Тати. Тати, привет. Это наша блогер, которая у нее... Лицевая гимнастика для лицевая подруг, да. гимнастика для подруг. Так, Наталья Грига, наоборот, это к тебе, Ирин, вопрос. Это то, что я ответила Что берут на на это, такие работы, вы не поняли. Девушка, вы не знаете условий там труда. Я не имела в виду, что иммигранты страдают. Ну, то есть, как бы Тут написано неправильно... было, что иммигранты страдают. Я как прочитала, так и поняла. Ну то ладно, есть, да. подожди. Ну, Наталья вообще не может написать ничего против Новой Зеландии. Она очень интересуется. И так, конечно, стресс. Конечно, стресс. Не берут на работу иммигрантов. Ну ладно, в общем, да. я У потом меня посмотрю просто на точно эту так тему. же есть знакомые, которые по украинской специальной визе приезжали в Новую Зеландию уже вот в это время. И это были, кстати, знакомые, им было 70 лет, чтобы вы понимали просто градацию возраста. И ну, вот мужчина в этой семейной паре работал на ферме по сбору урожая. Это очень популярная штука, да, вот для иммигрантов, если ты не знаешь языка, ты можешь работать на фермах. И вот это тоже та работа, за которую платят минимально, платят почасово, и это самое дешевое, что вы можете вот получать в Новой Зеландии. Вот вам пример. 70 лет человеку, незнание языка, и он ни разу не сказал, что его там в чем-то ущемляли или как-то ему не платили, или он, не разгибаясь, работал с утра до вечера. Как бы не нравится, ты работаешь. Ты, кстати, если работаешь почасово, у тебя есть какой-то, ну, ты можешь лимитировать свое рабочее время. Есть такие, что работают реально много, но им же и платят почасово. Есть, да, я знаю людей, которые работают 50-60 часов в неделю, это действительно так и есть. Я Но, работаю да, 60 часов в неделю. Ну, то есть, да, я же говорю, больше что даже. просто говорить о том, что вот все иммигранты страдают, ну, так нельзя, потому что мы все иммигранты. Ну да, нет, на всё. самом деле я могу сказать, что мне кровью и потом все давалось и дается. То есть, ну, сейчас гораздо Ну, легче, работать надо, да, в гораздо любом легче, случае, да. но все равно для того, чтобы купить дом, мы делали, там, я не знаю, у меня порой были вообще какие-то ненормальные часы, то есть за 60 Тогда там с смотри, у тебя лишним. были ненормальные часы, тебе за них платили? Да нет, Ну, я так шла всё. целенаправленно, Ну вот, то есть конечно. это же я к чему и говорю. Мгм. Ты сама себя закидываешь в эти условия, чтобы заработать больше денег. Я на работе у себя, кстати, тоже могла, у нас были очень часто проекты, где можно было работать сверх нормы. И я тоже периодически умирала там пару недель. Но мне же за это платили. То есть вы себя ставите в такие ставила условия. себе как бы Да, у вас специально, была цель, чтобы вы хотели цель денег. купить, да. Но не же так, что ты работала 60 часов, а тебе работодатель, Нет. Олеся, иди в баню, вот тебе за 40. Ну, Мгм. такого же нет, это Ну по да. закону запрещено. Поэтому я об этом говорю, что вот это Не, неверно. ну и да, но есть, конечно, определенные, то есть я могу сказать, не буду я тоже приукрашивать, для того, чтобы остаться в стране, для Да. того, чтобы как бы закрепиться здесь, мне надо было быть на голову выше, чем обычный там рядовой просто там новозеландец. И поэтому я пахала как проклятая. И я вспоминаю, я просто ложилась вечерами. Но я не буду эту тему там как бы глубоко идти, но я к тому, что если ты хочешь переехать в другую страну, ты должен представлять из себя что-то и быть лучше. Как бы, особенно Конечно. если это страна какая-то, которая, А ну, не ожидать, что ты знаю, будешь на да. шаг ниже, потому что в Да, основном и ты ожидая, приезжаешь, да, и, конечно, как бы, ты начинать сначала да, будешь. да. Товарищ, у меня есть такой вопрос, немножко, ну, в общем, который Владимир, который написал, который, Провокационный. ну, да, он, значит, хочу ответить, а то подумает, что я от него, Игнорирую. да, игнорирую. Владимир Мироненко, здравствуйте, вы не могли бы рассказать о нынешних ваших чувствах к России, к вашему прекрасному Петербургу? Ну, давайте сначала начну с этого, здесь длинный вопрос. Нынешнее чувство к России. Чувство к России такое: боль и боль, потому что все, что сейчас происходит, я в шоке нахожусь. У меня много друзей и много близких людей, родственников, ну, в России, с которыми я поддерживаю связь. Если бы я могла бы как-то, не знаю, жить так, объединиться, и чтобы они приехали сюда, они никогда не приедут. Но вот кроме боли я ничего не могу сказать. Вот серьезно.
стыд еще есть, да. К вашему прекрасному Петербургу. Петербург обожаю, люблю. Уехала, сознательно, потому что хотелось более спокойного места жить. То есть, если смотреть в Новой Зеландии, здесь популяция как в Санкт-Петербурге. То есть мне хотелось океан, мне хотелось чистоты, мне хотелось правил, мне хотелось меньше людей. То есть сказать, что пожалела я, хочу вернуться, нет, не было ни разу такого состояния. Мне не хватает общения, это да, это скажу честно. Конечно, есть такое именно человеческого общения. Но у меня есть семья, у меня есть друзья, у меня есть вы тоже, я вам очень благодарна. Вы мне даете, как ни странно, Поговорить с кем-то. да, какой-то, Мотивация. ну да, и связь, вот знаете, такое чувство единства, вообще это крутое чувство такое, чувство единения, знаете, вот со всем миром, независимо от того, где мы находимся. Вот сейчас нас только присоединилось, что это вообще круто. Все открывайте Сейчас нас смотрят каналы. 93 человека. Вот. неплохо. Вы уехали из России навсегда. Да, навсегда. Я не знаю, что произойдет, как вообще будет мир меняться, как у меня будет меняться мое внутреннее состояние тоже, потому что я становлюсь старше, у меня меняются ценности, мировоззрение, некоторые трансформация происходит. На сегодняшний день нет, и у меня даже в мыслях нету. Но у меня есть желание, когда все закончится, все-таки приезжать в страну, в свой город, видеться со своими близкими людьми. Это такое есть Но у не меня. возвращаться. Да, но не возвращаться. Нету такого, чтобы навсегда вернуться. Вас не тянет обратно, не тянет. Вы в курсе, что за последние года полтора очень много россиян или русскоязычных едут в противоположном направлении? То есть они возвращаются в Россию из самых разных стран. Кстати, и из Новой Зеландии тоже. Я их знаю лично. Спрашиваю, потому что любопытно, как устроено мышление у людей, поступающих иначе, ровно наоборот. Я сам лет 10 прожил в Западной Европе, но вернулся в родную Москву. Да, я знаю, и действительно таких людей, ну, не один, это не единицы. Вот недавно буквально у нас уехали 2 семьи в Москву обратно. Вот это случилось месяца 2 назад. Я, кстати, им написала, потому что я не знаю, почему можно уехать. У моего, кстати, у Павла есть тоже ребята, кто уехали обратно. Они не нашли себя, как бы, ну, карьера, да, как бы не сложилась, что ли. И это были мужчины, то есть для мужчины так по ценностям, видимо, ну, оказалось, что важнее карьера, нежели чем что-то другое. Более Поэтому, массивное. да, они уехали. То есть это, конечно, базируется на ценностях, на ваших. То есть сейчас я задала вопрос тем людям, которые уехали. Она мне написала сообщение. Они уехали в Москву, они здесь прожили 12 лет, они стали там резидентами, может быть, даже гражданами, да. гражданами. А ты их знаешь? Не, я говорю, скорее всего, 20 лет, Да-да, скорее всего, мы не гражданами. говорим имена, мы договорились, что я не говорю имена. Добрый день, Олеся. Мне кажется, что у каждого свой ответ на этот вопрос. Лично мне надоело болото, то есть я не смогла привыкнуть к образу жизни, нет развития никакого, экономика в страны в такой же. Это аж страшно. Как-то мир развивается, а в Новой Зеландии все на уровне позапрошлого века. Это лично мое мнение. Она, кстати, права. Действительно, здесь мы деревня. Вот если вам нравится такой образ жизни, такой немножко... Нет, здесь Свободный, спокойный. Как-то вот, понимаешь, по работе-то, вот, кстати, есть у нас вопрос, как бы работа и отдых, баланс. Здесь работы достаточно много. То есть мы, как бы, я не знаю, все бизи. Ты спроси, все в какой-то гонке. Да, есть. Но опять-таки, это вот ты говоришь правильно, в гонке ради чего-то. А Ну те да, люди, ради которые денег. уже погнались и достигли, не на расслабоне. Ну, Вот. да, таких немного, кстати. Да, но дело в том, что как раз, вот знаешь, почему говорят у нас work-life balance Да. самый лучший, один из самых лучших в мире, потому что есть статистические данные о среднем количестве часов, сколько работают в неделю. Так вот, в Новой Зеландии среднее количество часов 42.
Вот, то есть у кого-то, значит, 30, у кого-то, значит, 50, в среднем получается 42, и это по миру. И это одна, и там, по-моему, в 5 уходит. То есть я думаю, что это все-таки о чем-то говорит. Если у тебя не такая ситуация или у твоего соседа, это не означает, что вы, значит, просто исключение из этого вот статистических данных. Но это статистика, тут уже ничего не поделаешь. Как бы оно есть такое, да. Ну, в любом случае, у нас здесь действительно, как бы мы не то, что там медленно живем, но мы отсталые. Именно поэтому стандартно в Новой Зеландии, когда люди приезжают в Новую Зеландию, потом видят соседнюю Австралию и через море чухают в Австралию, потому что так и есть. Австралия – это более развитая страна, там больше возможностей, больше работы, чуть-чуть, говорят, вроде дешевле жизнь стоит. Да, у нас действительно дорогая жизнь, ну, логистику никто не отменял, это очень далекая страна, к нам привезти просто все стоит очень дорого. И почему тут еще все дорого? У нас, кстати, работа, рабочие часы стоят дорого. И именно поэтому вот если все, что сделано в Новой Зеландии, это будет стоить кучу денег. Поэтому здесь вот Китай дорого. Китай тут у нас процветает, потому что если вы будете покупать новозеландское производство продукта, это будет просто астрономические деньги. Они очень proud, кстати, да, вот Made in New Zealand, это будет, все стремятся купить что-то Made in New Zealand, потому что они поддерживают местного производителя, но все забывают о том, что это очень дорогие товары, продукты, вещи, потому что час работы стоит дорого, вот и все. Это, кстати, тоже об оплате труда. Ну да, то есть Владимир действительно уезжают, кому здесь скучно, кому это болото, кому кто-то по политическим соображениям, кому кто-то считает, что здесь, ну, их ущемляют. Хотят, да, ущемляют. В общем, вот так вот. И действительно такие это факт, есть. Уезжают, да, никто не отрицает. Да, так, девчонки, уже 1,5 часа практически. Давайте как-то, может быть, вернемся к этим вопросам. Последнее. Да? Ирина, у тебя? Сейчас скажу. Может, что-то... у меня был вопрос про... Мама мне его уже задала. Брат у меня там смешные вопросы задавал про то, как мы ходим вверх головой, так, и мы не падаем с земли. Вот как вы там держитесь на земле, у вас же все вверх ногами. Специальную обувь носим. Да, Павел сказал, с утяжелителем. Да, с утяжелителем. Часто ли можно там встретить хоббитов? Да, мы видели, мы в Хоббитон ездили. Ходим, ездим. Спасибо. Ты не мог ничего лучше спросить. Привет тебе, брат мой. Так, ну вот. Да. Вообще вот эти, я думаю, что мы вопросы кое-какие я не ответила прям так вот, прямо, скажем, отдельно, детально, но мы их упомянули здесь. Там еще маленький буквально вопрос, чтобы долго не говорить об этом. Тоже у меня на канале был вопрос о криминальной ситуации в Новой Зеландии, о преступлениях, о том, насколько там маори делают это все. То есть об этом тоже, мне кажется, надо отдельное видео про это снимать, потому что, это как бы отдельный подпункт. Но если коротко, мы даже с Павлом вчера спорили об этом. Что такое статистика? Мы тут прям до ночи с ним ругались. Что такое статистика и так далее. Просто, чтобы далеко не ходить, понятно, криминал у нас есть везде, никто не отрицает, что в Новой Зеландии он тоже есть, но он не такого уровня, как в других странах. Чтобы не быть голословным, у нас есть, например, ежегодно выпускается статистика Global Peace Index, это австралийский, по-моему, институт выпускает рейтинги самых безопасных стран мира, они делают аналитику согласно любых данных, то есть это люди, которые занимаются этим. Так вот, Новая Зеландия, между прочим, на 4-м месте в мире по безопасности. Несмотря на все преступления, которые тут происходят, в основном, как сказала Олеся, это кражи, воровство машин, кражи мелкие, крупные, убийства какие-то, это крайне редкие вообще, это будет что-то вот прям, будто об этом, они есть, но это да. Опять-таки, Окленд и Вангарей это будет разная история. Да. Окленд, могут люди просто исчезнуть. Да, есть такое. Но просто, опять-таки, в зависимости от того, откуда вы приехали. То есть, как я говорила, у меня есть ребята, которые приехали с Южной Африки, они очень сильно удивляются о том, когда говорят, что в Новой Зеландии большой криминал, потому что у них криминал, поверьте. Поэтому, когда вы сравниваете, понятное дело, есть совсем большая разница. Касаемо людей маори, да, есть статистика тоже, она опубликована новозеландскими, не знаю, можно ли им доверять, это юстиция министерства, я читала, 41% всех преступлений совершено маори. Это факт. И что самое интересное, я тоже смотрела статистику в Гугле, по городам, сколько у нас преступлений в Окленде или там так далее. И вот у нас даже есть рейтинг по странам, вернее, по городам,
если не брать в абсолютном количестве, потому что в Окленде их, конечно, больше, потому что это огромный город, самый более криминальный – это Ротаруа. Ну, А знаете почему? Потому что там больше всего банды. концентрация людей маори. Вот так Там вот, да, банды. там, эти вот. ну, банды это понятно, но то есть там Ротаруа это известный город Новой Зеландии, помимо всех своих других прелестей классных, действительно там популяция маори самая большая в Новой Зеландии, пропорционально. Вот, как бы ничего не хочу сказать, но это вот сайт статистики. Поэтому вот у нас по статистике по Wildland, это когда какие-то увечья, да, человеческие, опатики, я не знаю, где это. Ротаруа, Хэмилтон, кстати, тоже считается очень криминальным таким городом, и Гисборн, и Непьер. А если в связи с кражами property и так далее, у нас опять Хэмилтон, Ротаруа, Крайстчерч, Палмерстон Норс и Лоуэр Хат, это Веллингтон. Вот такая вот у нас ситуация. Но опять-таки, я думаю, что тот факт, что Новая Зеландия на 4-м месте по криминалу, это о чем-то говорит. После Исландии, Ирландии и Дании, по-моему. Дания, поэтому, да, поэтому я думаю, что есть чем похвалиться. Сейчас, девочки, обращусь сюда. Значит, Анна Стол пишет про вопросы про если вы хотите, она хочет посетить как турист, напишите, Анна, в комментариях, когда вот закончится, вот уже там завтра, наверное. Видео, да. Да, под самим видео. Мы уже с вами обсудим, если вам нужна какая-то помощь в плане там с туристическим вашим приездом. Елена Глазкова пошла спать. Спокойной ночи. Спасибо Скорее вам. Где-то, да, дальше, чем Украина, Россия. Так, девочки, Татьяна, наверное, 1,5 часа уже, да? Да, вроде, мне кажется, мы все Добрый вопросы час. вроде бы обсудили. Дальше там какой-то флут начался, какие-то у нас нехорошие люди в комментариях появились. Ну, это стандартно. Да, это как... Нехорошие люди, уходите с канала. Не надо нам. Нет, пускай остаются. Страшно, конечно, вот, когда русские люди эмигрируют и получают вот эти хорошие физическую... Мы не только физическую жизнь, И уважаемые. начинают этим хвалиться. Да. Мне интересно, а вы хотите, чтобы мы страдали? Вы действительно желаете всем тем людям, которые переехали, чтобы они страдали в эмиграции, чтобы вам от этого жилось лучше или как? То есть я думаю, что это нормальная особенность человека, стремиться к лучшему, стремиться к тому, чтобы его семья жила в безопасности, в каком-то благополучии. Я не думаю, что это какое-то преступление, и это ненормально. Да, если вы не можете свои базовые потребности сделать в своей стране, и вы стремитесь к чему-то другому, при этом вы продолжаете любить свою страну, а что в этом плохого? Да. Вообще мы понимаю. свободные люди, давайте как бы... Я вижу, что вы там много что написали. В общем, я вам желаю счастья на самом деле и внутреннего покоя. Ну, вот. Денег Друзья, вам побольше, да, всего вам, вообще всего самого хорошего, уважаемый Рось. Значит, друзья, большое вам спасибо. Вообще, на самом деле, я сегодня настолько получила удовольствие от нашего эфира. Во-первых, ну, не знаю, интересно, динамично. Да. Девчонки, спасибо вам, что вы пришли. А вы, уважаемые, во-первых, большое спасибо, кто еще присоединился с Ирининого канала, там, и с твоего, мама. Ну да, я всем там кому еще родственников здесь. Вот. Большое вам спасибо. Мы сила вообще. Пожалуйста, как бы, ну, не знаю, в общем, оставайтесь, что ли, так. Хотя, конечно, так жизнь происходит, что действительно что-то нравится, потом ты переключаешься на другие каналы, это тоже нормально, то есть абсолютно никто не заставляет ничего. Пока нравится и хорошо. Вот, я уезжаю через неделю, вот ровно через неделю я уже все, как бы улетаю. Значит, сейчас немножечко скажу вам. Я позвонила в клинику, потому что какая ситуация? Значит, я еду, это получается Центральная Австралия. 25 тысяч человек, вокруг тебя пустыня. Они мне сказали в клинике в этой ветеринарной, что, значит, приезжай, мы тебе accommodation, ну, все будет обеспечено, ну, не accommodation, как это, проживание. Проживание. И я стала задаваться вопросом, думаю, интересно, подушка есть, а это есть, потому что у меня же ничего нету, да, ни машины не будет, ничего. И я в итоге долгое время не могла с ними связаться по этим вопросам. И в итоге вот они мне позвонили, сказали, что нормально, подушка есть, кровать есть. Меня встретит практис-менеджер в аэропорту, потому что я говорю, ну, мне хотя бы велосипед. Я думала, хоть велосипед я куплю. А потом я посмотрела по Google Map, где я собираюсь жить. Это вообще, друзья, я вам пришлю, да, это Марс вообще. Я прошла, думаю, так как я на велосипеде поеду на работу, там 12 минут.
Так вот, я вам пришлю. Я надеюсь, может быть, через недельку я Заинтриговала. сделаю видео. Ну, это Марс вообще. Так что ни одного дома по Google Maps, Деревья там кто-то который... есть какие-то? Ну да, понятно. деревья есть, Хотя бы. Ну, в общем, я уже с большим таким интересом и с Excited. любопытством, смотрю вперед. Новые видео с Австралии. Да, я надеюсь, мне надо решить, конечно, с моей камерой, с моей новой. В общем, я до сих пор не могу нормально освоить ее, все дергается. Ну ладно, спасибо вам большое, счастливо, и тогда мы будем отключаться, да? Здесь Да. все в порядке у Да, нас? вроде да. Нам говорят спасибо, мы молодцы. Да, ну Спасибо, и все, вам, давайте что спать, уже присоединились. время у вас уже позднее. А у нас... Александр Демиреля, да, мы проигнорировали ваши вопросы, сорян. Какой? Не знаю, в начале чата он обиделся на нас, мы что-то ему не ответили. Ну, не загружается. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, места в НЗ, которые не очень популярны. Это об этом долго можно рассказывать. Да, это можно, да, просто потом где-то отдельно которые не написать. популярны. Знаете, какие не популярны? Знаете, что я заметила, когда я приехала? К нам никто не едет в Норсланд. Вот вообще не популярный Да? регион. Вообще, люди приезжают в Окленд и едут вниз. Вот хотите классные места, приезжайте к нам в Норсланд. Я не во многих местах была в Новой Зеландии. Это более севернее. Это вся северная часть, и Мгм. у нас очень красивый регион, его очень недооценивают, его туристы очень часто игнорируют, и знаете, нельзя все посмотреть, это очень тяжело, но у нас очень красиво. Я вам очень рекомендую, я вам даже сама хотите, я вам напишу список мест, которые я обожаю, Ты которые видео я... Мгм. Перейди, там все. Все, перехожу. Ну, смотрите, переходим у меня на канал. У меня про Норсланд, там целая прямо отдельная папка, создана эти видео, и посмотрите, действительно, это недооцененный регион и очень красивый, поэтому вот вам Можно ехать короткий прямо ответ. туда, в Кейп-Рейнга. и Это да, где и оттуда. Это Тихий самое- океан встречается с это Тасманом потрясающее море, место, да. самая У меня крайняя видео точка. оттуда, кстати, тоже есть, и вот я недавно опять была, поэтому, да, переходите на канал, у меня очень много видео про путешествия, можете посмотреть, и так, чтобы не рассказывать, просто посмотрите, вы поймете, о чем разговор. Все, Вот так никого вот. не Да, обидели всё, больше. да. Кого обидели, напишите, пожалуйста, комментарий потом. Друзья, не хотели никого обидеть вас. Спасибо, мы очень ценим ваше время, и спасибо вам большое. Девчонки, прощайтесь, я отключаю. Все, пока, всем пока. Пока-пока. Так, подождите, Спасибо. как Назовите это... ваш канал, Она говорит. потом- Подождите, девочки. Канал назовем в комментариях. Да. Все, Подожди. Stream end. Да. Вот, ведь это как этот... Слушай, наши динозавры, да? Да, динозавр. Напишите.